пор мы изучали свойства пределов, предполагая, что какие-то последовательности исхода имеют пределы, ну и делая из этого какой-то вывод. То, что он один, или то, что последовательность ограничена, или что сумма тоже имеет предел. Мы рассматривали конкретные примеры последовательности, имеющих или не имеющих предел. Но мы еще не получили ни одного свойства последовательности, которое бы вот гарантировало, что у нее имеется предел. Какое-то более-менее общее свойство. У нас, правда, был критерий, но он был очень простой, и обе его части содержали как раз условия о том, что уже какой-то предел есть. Помните? Для того, чтобы последовательность xn имела предел А, необходимо и достаточно, чтобы xn минус А была бесконечно мало. Ну, то есть, фактически тоже, чтобы xn минус А стремилась к нулю. Это был критерий. И в одну сторону справедливо, и в другую. Вот это необходимое условие. Если предел есть, необходимое условие. Если предел есть, то такая последовательность обязательно бесконечно мало. И это достаточное условие. Если это бесконечно мало, то предел обязательно есть. Утверждение, в котором из того, что последовательность имеет некие свойства, следует, что она имеет конечный предел, это только достаточная часть. Да? И вот такое утверждение, содержащее только одну стрелочку, называется не критерием, как здесь, это критерий. Да? Это утверждение называется признаком. Признак – это утверждение, содержащее только достаточное условие. Если то-то и то-то, то тогда у нас будет предел. Но если у нас есть предел, то не обязательно выполняется вот условие этого признака. То есть необходимость может не выполняться. И вот сейчас мы рассмотрим полезный признак существования конечного предела последовательности. Ну и в заголовке сразу можно написать как раз, перечислить те условия, которые будут в этот признак входить. Ограниченные монотонные последовательности. Ограниченные монотонные последовательности. Нас будут интересовать последовательности, обладающие этими двумя свойствами. Вспомним давайте, что это означает. Ограниченность последовательности мы уже определяли. Существует такое m вещественное, что для любого натурального n справедливо такое неравенство с модулем. Сейчас нам будет нужна ограниченность только с одной стороны. Такого мы еще для последовательности не записывали, но понятно, что нужно изменить. Ограниченность сверху для последовательности. Что это значит? Это значит просто ограниченность. Ограниченность, кстати, вот тут, конечно, принадлежит r, это правильно, но еще полезнее было бы отметить, что это больше нуля, ну, потому что иначе как-то это не имеет смысла. Да? Ограниченность сверху. Найдется такое, тут уже не важно, что оно положительное, что для любого n натурального xn будет меньше, чем m. Все x ограничены какой-то константой сверху. Ну и ограниченность снизу абсолютно аналогично. Найдется такое n вещественное, что для любого n натурального xn будет больше, чем m. Больше, чем. Ограниченность. Что касается монотонности. О монотонности мы тоже уже говорили. Мы говорили это в отношении любых функций. А последовательность – это частный случай функций, у которых область определения все натуральные числа.
Для функции мы определяли 4 вида монотонности. Функция может возрастать, убывать, не возрастать и не убывать. Да? Ну вот, давайте запишем некоторые из этих определений применительно к последовательности. Ну, скажем, возрастающая последовательность. Возрастающая последовательность. Последовательность называется возрастающей. Если для любых натуральных чисел m и n, таких, что m меньше, чем n, выполняется, что xn строго меньше, чем xn. Ну, в точности то, что мы записывали для функции. Для последовательности даже можно по-другому немножко написать. Можно написать так, что для любого натурального n, или можно написать, или, для любого натурального n, xn меньше, чем xn плюс 1. Два соседних элемента вот имеют для двух соседних элементов выполняется такое неравенство. Ну, тогда понятно, что в данном случае просто надо цепочку неравенств записать, и будет то же самое. xn строго меньше, чем xn плюс 1. Значит, она будет возрастать, наша последовательность. Неубывание, неубывающая последовательность. Неубывающая последовательность. Тоже можно записать двумя способами. Мне даже, честно говоря, не хочется это делать целиком. Я просто результат, который немножко отличается. Да? Отличаться он будет только тем, что оценки будут не строгими. xn меньше или равно xn, или в данном варианте xn меньше или равно xn плюс 1. Не убывает. Может быть, она какое-то время будет постоянной, может будет расти, но уж убывать она никогда не будет. Неубывающая последовательность. Ну, понятно, здесь надо написать то же самое, просто мне не хочется. И вы можете записать оставшиеся два определения для убывающей и невозрастающей последовательности. И опять же два более общих понятия. Все неубывающие и невозрастающие последовательности называются монотонными, а все возрастающие или убывающие называются строго монотонными. Это тоже как для функций. Строго монотонная последовательность – это либо возрастающая последовательность, либо убывающая. Если нам характер монотонности не важен, то можно просто использовать слово монотонное или строго монотонное. Так. Ну так вот, теорема. Признак сходимости. Признак сходимости для монотонных ограниченных последовательностей. Признак сходимости для монотонных ограниченных последовательностей. Словесная формулировка будет такая. Если последовательность является неубывающей и ограничена сверху, если последовательность является неубывающей и ограничена сверху,
то она имеет конечный предел. Если последовательность является неубывающей и ограничена сверху, то она имеет конечный предел. Второй вариант. Второе утверждение этой же теоремы. Если последовательность является невозрастающей и ограничена снизу, то она имеет конечный предел. Если последовательность является невозрастающей и ограничена снизу, то она имеет конечный предел. Иными словами, если у нас для последовательности выполняется монотонность и ограниченность с нужной стороны, то тогда все в порядке, тогда предел. Ну и эти два утверждения доказываются совершенно аналогично. Я докажу одно, а именно вот первое, а вы можете потом попытаться доказать второе. Что-то не изменится, как раз посмотрим. Вот что мы хотим доказать. Видите, это стрелочка в сторону достаточности. Если мы что-то знаем о нашей последовательности, то можем утверждать, что она имеет конечный предел. Вот потому называется это признак. Итак, вот это нам дано. Не буду еще раз писать. Это требуется доказать. В теореме мы не сказали, чему будут равняться пределы. Но на самом деле это тоже можно отметить. Мы с этого начнем. Значит, прежде всего начнем с того, что последовательность ограничена сверху. Доказательство. Xn ограничена сверху. Это означает, что ограничено сверху множество всех ее значений. Множество всех ее значений. Множество x, состоящее из всех xn, когда n пробегает натуральные числа. X ограничен сверху. А мы знаем, что ограниченное сверху множество всегда имеет точную верхнюю границу. Значит, существует супремум x, вот этого нашего x, который можно записать еще так. Супремум всевозможных xn, когда n пробегает множество натуральных чисел. Обозначим его через a. И понятно почему, да? Потому что как раз он, как мы сейчас докажем, и будет пределом нашей последовательности. Итак, мы докажем, нам осталось докажем, что предел последовательности xn в точности равняется вот этому а. То есть он равняется супремуму нашей последовательности. Давайте запишем, что мы хотим доказать. Вспомним определение предела на языке эпсилон. Для любого эпсилон найдется такой номер n, что для всех n больше n, смогу это втиснуть, xn минус a меньше эпсилон. Вот как обычно, да? Я хочу это доказать, то есть выбрав произвольным образом эпсилон, я хочу показать, что я смогу найти такой n большой, что для всех n малых будет выполняться такая оценка.
Как обычно, давайте мы зафиксируем эпсилон, зафиксируем эпсилон и вот покажем, как же можно подобрать такой n. Для этого мы вспомним, что такое точная верхняя граница. Что такое точная верхняя граница? Может, вы помните, что в определении точной верхней границы тоже фигурирует эпсилон. Первый раз, когда мы с этой буквой встретились. Давайте вспомним это определение. Оно состоит из двух частей. Значит, А – это супремум xn для всех n. Это означает, первое, что для любого n натурального xn меньше или равно a. Это означает, эта запись означает, что a просто какая-то верхняя граница. Второе условие более хитрое. Было бы неплохо, если вы мне сейчас его подсказали. То, что это именно точная верхняя граница. Если мы ее немножко уменьшим, то уже это не будет верхней границей. Да? Испортится свойство быть верхней границей. Ну, я напишу, что для любого эпсилона, да? А вот что дальше, давайте мне подсказывайте. Существует x эпсилон t. Существует некий x. Я давайте его обозначу вот так. Существует x с некоторым индексом, конечно, зависящий от эпсилона. Я хочу подчеркнуть, что это элемент нашей последовательности. Принадлежащий x большое. Ну, принадлежащий x большое, а поскольку это элемент последовательности, то понятно, что он принадлежит x большое, это даже можно не уточнять. Какой? xn больше s минус xn больше, чем a минус эпсилон. Да? Строго больше а минус эпсилон. Видите? Нам, если мы хотим, чтобы это была верхняя граница, надо, чтобы все элементы были меньше или равны. Но если мы хотя бы немножко уменьшим а, то то, что мы получим, уже не будет верхней границей, потому что для этого числа найдется хотя бы один такой элемент xn из нашей последовательности, а потому он большой написал, это особый элемент, это не любой. Какой-то один хотя бы, который будет больше. То есть это уже не будет верхней границей для всей последовательности. Хорошо. Хорошо. Ну вот, раз это для любого эпсилон, то значит и для того эпсилон, который мы выбрали. Да? То есть для этого эпсилон найдется xn, фактически найдется n. Да? Я говорил, что как раз я хочу доказать, что я найду n большое, удовлетворяющее интересующим меня свойством. Меня интересует вот это свойство. Ну вот я нашел n большое, которое удовлетворяет этому свойству. Оказывается, это ровно тот n большой, который мне нужен. Давайте мы это докажем. Давайте мы это докажем. Чтобы это доказать, я еще запишу третий факт. Третий факт, он использует второе условие теоремы о том, что xn неубывающий. Вот у меня n есть, я могу из неубывания нашей последовательности xn неубывающее. Это означает следующее. Для любого n малого, которое будет больше n большого, я же могу здесь использовать уже эту букву n большое. Что выполняется? X с индексом n неубывающее. То есть почти что возрастающее, да, возрастает. Оно в какую там сторону? Больше или равно x. А если индекс больше, тогда и значение будет больше, ну или в крайнем случае равно. Ну, можете сравнить, да? Вот, видите, три факта. Три факта. И сейчас я эти факты запишу в виде одной цепочки неравенств. И мы увидим, что это ровно то, что нам требуется. Так, ну это я уже могу стереть.
Итак, для нашего эпсилон мы нашли такое n большое, что для всех n больше n большого, и давайте писать, что же выполняется. Начнем мы с вот этого неравенства, которое мы обозначили двойкой. И запишу я его в другом порядке. А минус эпсилон меньше xn. Это вот неравенство 2. Правильно? Согласен. Дальше. Теперь я использую неравенство 3. Все xn для n малого больше или равны xn большого. Правильно? Это неравенство 3. И вообще все xn, даже не обязательно, что они больше n большого, все натуральные n, из первого неравенства меньше или равны a. Ну, могу еще один маленький шаг сделать, а это строго меньше, чем a плюс эпсилон. Если я добавлю что-то положительное, то неравенство станет строгим. И вот посмотрите, что у нас получилось. Для всех n малых, которые больше n большого, если выбросить промежуточные элементы моей цепочки, слева получается a минус эпсилон, потом получается строго меньше xn, раз хотя бы один знак строгий, значит и результат будет строгий, да? А здесь что? А с этой стороны меньше a плюс эпсилон. А мы уже знаем, что это двойное неравенство эквивалентно неравенству с модулем. xn минус a по модулю меньше эпсилон. Ну и смотрите, для нашего эпсилона мы действительно подобрали такое n. Подобрали мы его, используя свойства точной верхней границы, что для всех n больше n большого выполняется неравенство из определения предела. Ну все. Мы не только доказали, что наша последовательность имеет конечный предел, но и указали, что это за предел. Это, оказывается, ее точная верхняя граница. Ну, понятно, когда вы будете доказывать аналогичный результат для невозрастающей последовательности, там вы должны будете использовать определение точной нижней границы. Там тоже будет эпсилон, просто неравенства все будут в другую сторону. Смотрите. Доказали. Доказали мы нашу теорему, наш признак. Это именно признак. То есть нарисовать в этой моей краткой записи стрелочку в другую сторону я, конечно, не могу. Из того, что последовательность имеет предел, совсем не вытекает, что она является монотонной и ограниченной. Да? Ну, кстати, то, что она ограничена, это вытекает. Да? То, что она монотонна, совершенно это не обязательно. Мы знаем, да, вот такая последовательность минус единичка в степени n поделить на n. Она не является монотонной. Элементы постоянно прыгают вокруг нуля. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Так что сходящиеся последовательности не обязаны быть монотонными, и поэтому в эту сторону, конечно же, утверждение неверно. Наше утверждение не является критерием, это просто некий признак. Интересно, что на самом деле его можно превратить в критерий. Но критерий немножко другого. Ну, это можно сформулировать как некий факт, вы даже, может, попытаетесь это доказать. Вот это не обязательно. Можно сказать так, что для того, чтобы монотонная последовательность, давайте это запишем, можно это как следствие оформить, хотя, конечно, его доказывать надо по-хорошему. Для того, чтобы монотонная последовательность
имела конечный предел, необходимо и достаточно, чтобы она была ограничена. Для того, чтобы монотонная последовательность имела конечный предел, необходимо и достаточно, чтобы она была ограничена. Видите, мы одно условие вытащили из вот этой эквивалентности. Мы предполагаем, что это уже всегда выполняется. А вот тогда можно утверждать следующее. Если у нас есть монотонная последовательность, и мы знаем, что она ограничена, то она имеет обязательно предел. Это сразу вытекает из нашей теоремы. Раз она ограничена, то она ограничена и снизу, и сверху. Да? Ну, а характер монотонности не важен. Мы доказали для неубывающей, для невозрастающей тоже теорема справедлива. Значит, выбираем, с какой стороны она ограничена, и сразу по теореме получаем то, что нужно. Но оказывается, что в этой ситуации и противоположное утверждение выполняется. Необходимо. Если мы уже знаем, что x монотонная и xn стремится к конечному пределу, то отсюда обязательно будет выполняться, что xn ограничен. Ну, кстати сказать, это мы тоже уже доказали. Да? Тут даже монотонность особо не нужна. Любая последовательность, имеющая пределы, это ограничена. Так что, когда я предложил это доказать, я был неправ, все факты уже есть. Да? Просто надо их упомянуть. Вот критерий. Можно сказать, что это критерий существования предела у монотонных последовательностей. И еще одно замечание давайте по поводу этой нашей теоремы сделаем. Утверждение теоремы остается справедливым, если исходная последовательность является монотонной, начиная с некоторого номера n нулевого. То есть условие монотонности выполняется не для всех номеров натуральных, а только начиная с некоторого номера. Ну вот, например, здесь. Существует такой номер n нулевой, что для всех m и n, которые больше n нулевого, и таких, что m меньше n, выполняется то-то. То есть, если для начального числа элементов последовательности не выполняется монотонность, это никак на предел не влияет. Их можно просто выбросить. Так? Мы уже с таким случаем встречались. Для перехода к пределу неравенства надо, чтобы соответствующие неравенства выполнялись, начиная с некоторого номера. Да? Если в начале какая-то часть не удовлетворяет, то это совершенно не важно. Предел — это то, что происходит на бесконечности. Значит, если мы возьмем последовательность, полученную из исходной, отбрасывания начального количества элементов, конечного, то ее поведение на бесконечности будет таким же. Вы хотели что-то спросить? Ну вот. Значит, если начиная с некоторого номера наша последовательность становится монотонной, то этого достаточно для утверждения, что она имеет предел. Так, ну и теперь давайте мы рассмотрим примеры применения этой теоремы. Некоторые полезные пределы, которые, конечно, можно доказать по определению, но если применить вот эту теорему, то это можно сделать проще. Значит, первый пример.
рассмотрим вот такую последовательность. Единичка на q в степени n, если q больше единицы. На самом деле эту последовательность как раз очень легко изучить и просто используя определение предела. Так? Но я хочу показать сам способ рассуждений, которые позволяют доказать, что эта последовательность имеет конечный предел и найти этот предел, используя вот тот признак, который мы только что доказали. Используя тот признак, который мы только что доказали. Ну, собственно, понятно, что она стремится к нулю, да? Неограниченно возрастает, именно поэтому q я взял больше единицы. Неограниченно возрастает, значит, это будет, конечно, предел. Вот так это можно вывести из нашей теоремы. Эта последовательность монотонно убывающая. Ну, просто убывающая последовательность. Убывающая последовательность. Как это доказать? Это очень легко доказать. Вот давайте мы рассмотрим такое отношение. xn плюс 1 поделить на xn. Значит, xn плюс 1 это единичка на q в степени n плюс 1, а xn это единичка на q в степени n. Ну, понятно, что q в степени n плюс 1 пойдет вниз, q в степени n поднимется наверх, как знаменатель знаменателя, и мы окончательно получаем единичка на q. А это меньше единицы. Иначе говоря, x n плюс 1 меньше, чем xn. Это, причем для любого натурального n. Это означает, что последовательность xn на самом деле это по-хорошему все эти вот обозначения последовательности надо записывать, используя фигурные скобки. Немножко длинно, да? Убывающая. С другой стороны, совершенно очевидно, что я даже так могу написать, хотя это не важно. Совершенно очевидно, что все элементы этой последовательности не отрицательные. Отрицательные никак не могут получиться, да, числа. Значит, она еще и ограничена. Ограничена снизу. Убывающая ограничена снизу. Это в точности условия второй части нашей теоремы. Раз она убывающая и ограничена снизу, то уже поэтому у нее есть предел. Существует некий предел. Существует предел единичка на q какое-то а. Ну, правда, то, что это 0, пока ниоткуда не следует. Просто вот он есть. Он есть. Как теперь доказать, что он равняется нулю? Вот как, посмотрите, такой способ. Значит, давайте рассмотрим предел последовательности вот такого вида. Последовательности x с индексом n плюс 1. Ну, понятно, что предел будет тем же самым, правда? Последовательность не изменилась, просто мы на единичку сместили наш индекс. Собственно говоря, мы первый элемент выбросили, да, и получили вот такую последовательность. Это А. С другой стороны, это есть единичка на q в степени n плюс 1. Могу я преобразовать это выражение так, чтобы у меня получился xn, а не xn плюс 1? Могу, конечно. Это единичка на q, умноженная на xn, правильно? Единичка на q умноженная на xn.
постоянный множитель можно выносить за знак предела. Хоть мы это специально не доказывали, но можно этот множитель рассматривать как постоянную последовательность. У постоянной последовательности предел есть. А мы знаем, что предел произведения последовательности равен произведению предела. Единичка на q, предел xn, есть единица бесконечности. Но этот предел тоже равняется а. Так же. Значит, это а поделить на 2. И мы получили вот такое соотношение. А равняется а поделить на q. Если а большое – это предел нашей последовательности, то тогда выполняется обязательно такое соотношение, которое можно переписать вот так. Переброшу эту в левую часть и вынесу а. Единица минус единичка на q равняется 0. И осталось нам заметить, что эта разность не равняется 0, потому что q строго больше единицы. Значит, это может быть только в том случае, когда а равняется 0. Вот еще один прием. Да? Почему мы вообще такое соотношение имели право записать? Мы имели право это сделать, потому что мы знали, что предел есть. Мы не знали заранее, какой он, но то, что он есть, мы знали. Поэтому мы можем его использовать здесь. Понятно, что здесь тоже будет а. И вот такие преобразования и некоторые свойства пределов позволят нам получить вот такое соотношение. А из него уже обязательно, неизбежно вытекает, что а равняется. Вопросы? Вы скажете, что по определению этот факт можно было доказать гораздо проще. Ну, кстати, можете доказать, или вы это даже делали на практике. Сейчас давайте мы рассмотрим похожий факт и похожим образом его докажем. Ну, по крайней мере, я запишу, что мы хотим доказать. Значит, второй пример. Я вот тут n. Все остальное не изменится. Ну и, кстати, вот, раз все остальное не изменится, то, наверное, и рассуждение будет очень похоже. Вот это уже не так просто по определению доказать, потому что у нас параметр n возникает в двух местах формулы, да? Не так легко там мы сможем соответствующие неравенства преобразовывать. Тем не менее, факт остается таким же. Вот эта последовательность имеет предел, причем он тоже равен нулю. Ну вот, давайте мы сейчас сделаем перерыв.